Это ж нереально. Нужно создать 40 килограмм. Это явно кофе не для меня. Всем привет, вы смотрите кофейный блог. Сегодня мы узнаем, что же лучше для эспрессо дома. Кофемашина Flair Pro 2 или Koflana Kompressa. Эти две кофемашины, можно сказать, делают настолько хороший кофе, что в принципе их можно сравнивать, потому что по уровню приготовления они гораздо выше, чем бытовые машины. Какие ожидания, кто же будет лучше, какое легче устройство использовать? Ну, хотелось бы верить, что Flair будет лучше, удобнее немножко. Возможно, не так много усилий нужно будет прилагать к нему. Какие ожидания по качеству? Кофе будет более яркий, может быть, там, с лучшей пеной. Ну. Какой вообще опыт употребления эспрессо? Был ли какой-то супер какой-то вкусный? Или все с сахаром? Нет, без сахара, но вот супер вкусный я не могу вспомнить. Везде будем использовать давление 7 бар, потому что на Koflana больше физически опасно для сита, может сломаться. Слушайте, она такая прям тягучая. Что сейчас было во вкусе во Флэре? Горечи нет, есть очень насыщенная пенка, ну вот прям очень насыщенная. Я не могу сказать, возможно, это сам кофе кисловат, ну вот кислота есть во Но вкусе, кислота, она яркость, это яркость. Да, но она не такая отпугивающая. То есть хочется пить такой Да, кофе? да. Правильная характеристика эспрессо. Хочется пить без молока, без сахара, просто как есть. Все остальное лишнее явно. Чуть-чуть другой кофе будет, но можно уже пробовать. Этот не такой густой. Ну, это из-за того, что что-то пошло не так? Нет, тут Или это особенность? настолько густой у меня не получался в принципе. То есть я когда сварил этот, я удивился, что такой слой крема, который просто не пропадает, у него такая текстура. Бархатистая какая-то. Да, такая. очень. Можно ли пить такой кофе? Это чуть-чуть мягче. В этом он больше кислый, вот, кисловат. А этот нет. Вот он как раз сбалансирован. Ну, это зависит Прям. от рецепта. То есть тут подстроить можно как угодно, потому что рецепт очень сильно решает. Подождите, мне надо... Я понимаю, что этот остыл, но все же. Но на остывании еще будет кислее. То есть вот этот, когда остынет, он более кислый станет. Ой, этот остывший Просто мне нравится рецепторы при 60 градусах и выше, они не воспринимают вкусы так активно, и поэтому при остывании лучше пить кофе. Вот ниже 60, тогда будут вкусы чувствоваться. И чем более он остынет, тем больше. Тем вкуснее. Вот этот вкуснее остывший. Флэйр остался в лидерах. Он лучше, чем был изначально горячим. Вот однозначно. И вот они где-то сейчас на уровне. То есть, в принципе, можно и на том, и А том. может, этот сразу выходит более холодным, чем этот? Холоднее немножко. Холоднее, потому что здесь температура сохраняется, здесь на 8 градусов сразу же после заливания падает, и плюс пока он сварится, хотя тут быстро было, но чуть-чуть там на пару градусов остыл еще. Здесь все-таки металл позволяет сохранить энергию, и вода на протяжении всего времени плюс-минус поддерживается на одной температуре. То есть здесь, если делать заваривание дольше, то температура просядет сильно. Здесь будет примерно... Ну, да. одна и та же. То есть здесь позволяет больше играть с рецептами, дольше диапазон заваривания делать. Обычно эспрессо это до 30 секунд считается, и здесь можно 1,5 минуты. И это очень особенность такая серьезная, потому что если здесь пытаться 1,5 минуты, он просто остынет, и кофе будет совсем на разных температурах завариваться. Что из этого выйдет, непонятно, но в принципе результаты мягкие были. То есть горечи не было, но он не раскрывался так ярко. Здесь, как по мне, более комплексный вкус. То есть он богатый такой, насыщенный. Было ли просто это все? Насколько интуитивно казалось со стороны? С флэйером есть сложности с прогревом. То есть если не прогреешь, то вкус кофе однозначно другой и не такой интересный. Но здесь вот по ощущениям это очень сложно и тяжело. Не знаю, могу ошибаться. Ну, тем более у вас специальная подставка есть. Да. А если бы ее не было? Если бы ее не было, было Еще хуже. меньше контроля, можно было бы ориентироваться только по стаканчику, который шел в комплекте, и пить из него не настолько приятно, и визуально непонятно, сколько там грамм. Все-таки вплоть до грамма, 2 грамма могут решить во вкусе очень сильно. Текстура будет другая. Когда менее концентрированная, текстура очень сильно чувствуется. По скорости визуально какой был быстрее процесс создания? Быстрее
Тефлона. Мгм. Да. То есть за счет того, что нет прогрева, тут Да. меньше И этапов. быстрее вытекало. кофе. Вытекало быстрее, это потому что помол можно было нормально сделать, но на самом деле есть разные подходы. Мне нравится более затянутый. Сейчас был быстрый, он тоже вкусный, в нем больше крема. Теперь про проблемы этих девайсов расскажу, что здесь есть. Здесь никаких проблем не встречалось. То есть это машина. Идеальный. Не, это машина, которая просто долгие годы будет служить, и тут нечему ломаться. В этой Конечно, она машине, такая надежная. У нас упала колба на этот стол, проломила стол. если стеклянный стол лучше не использовать, здесь есть 4 основные проблемы, которые уже обнаружились. При падении может сломаться ушко, отломаться, и вы не сможете уже использовать. Вторая проблема – это сито согнется, и уже кофе будет не так экстрактироваться, его сложнее будет чистить, и, возможно, оно даже вылетит со временем. Третья проблема, очень неочевидная, ломается резьба. Я не знаю, как это происходит, и четвертая проблема, это связано с этим же, уплотнитель рвется. То есть прокладка, которая держит воду, по сути, если ее не будет, то вода будет протекать везде. И она рвется из-за того, что ломается резьба по какой-то причине, она гнется просто, и нельзя закрутить нормально устройство. И получается, есть вот 4 такие точки, которые, если ты не знаешь, можешь влететь на $15, как минимум, и ждать месяц. Еще один плюс в сторону Flare: можно использовать специальный носик, чтобы делать Да, сразу на 2 две напитка. чашечки. Да. Потому что Удобно. здесь делать 2 подряд, это уже как видели. Тут тоже 2 подряд не сильно захочется, а так хоп. Возможно, не сильно захочется, но здесь придется, а здесь не придется. То есть тут уже и опции ограничено до 15 грамм, здесь до 24 грамм закладка. То есть вы можете более концентрированный напиток, более тяжелый. В общем, больше вариаций напитков, потому что здесь ристретто эспрессо, здесь можно вплоть даже до лунга, ну, конечно, играть с пропорциями и с порцией, дозировкой кофе. Комплектация, конечно же, здесь нет ничего, здесь пластиковая ложечка темпер, сейчас я использовал свой, потому что пластик, ребят, какой пластик? 2021 год, уже можно было бы сделать какой-то аксессуар. В общем, вот это вот все, что идет. Чашечка, устройство, как есть. Здесь все-таки много комплектующих, которые помогают работать. Есть удобная воронка для дозировки, чтобы засыпать кофе. И не мучиться, как здесь она постоянно просыпается. На эти ручки, она в чашку попадает потом. То есть почему бы не сделать дополнительные комплектующие? Потому что $70 все-таки. И $309, но металл, и все в комплекте. И богатая комплектация. Но самое главное, что есть датчик давления. Потому что в этом устройстве никто не знает, с какой силой давить. По крайней мере, когда я купил, я не знал и не мог найти информацию. В этом устройстве вы сразу видите, и плюс есть огромная поддержка со стороны самого Flare производителя, потому что он выпускает часовые видео, которые настолько объемно рассказывают про эспрессо, что просто невозможно не научиться. То есть они делятся знаниями и заинтересованы, чтобы люди учились, и при этом они даже не продвигают свою продукцию, они говорят, что вы можете брать кофемолку такую, 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 хотя у них есть еще своя. Свои, да, То есть они заинтересованы в том, чтобы человек наслаждался процессом и наслаждался финальным результатом. Здесь это маркетинг. Если что-то прошло не так, вы виноваты. Не, ну портативность. Ну, Но слушайте. портативность. Зато вот к чему мы подходим, что, возможно, лучше иметь 2, но это больше как запасная и для поездок. Но в поездке лучше брать и эту, потому что это может подвести. Так что для утра, в принципе, это быстрее для меня лично, потому что прогрев здесь оптимизирован, я дома не буду использовать такую штуку. То есть для меня вот это вот просто приготовить. Но чтобы насладиться процессом, однозначно это, и это проще, потому что сегодня приготовил уже где-то 15 эспрессо, а на этой так много не приготовишь, потому что это больно. Будем ли сейчас пробовать, какой эспрессо получится, если давить по инструкции производителя? Это ж нереально. Ну вот сейчас можно как раз узнать. Самое главное, кстати, что не подозревают люди, в эспрессо нужна и кофемолка, и точные весы. Сейчас я скажу, что нужно сделать. Уже, в принципе, нужно сразу это делать. Вот так? Как можно. Нет, нужно вот этой частью, иначе не создастся. Да. Нужно создать 40 килограмм. Это явно кофе не для меня. Я вам скажу, на флеере проще.
И причем нельзя сбрасывать давление, нужно его держать. Ну, сейчас узнаем, какой результат будет. Тут крема красивые. Ух, все? Нет, еще Еще нет? И приподнять. Нет, Сейчас это вообще сложно. То есть процесс... Все-таки я за флеер. Да. И Всё? попробовать, что же вышло. Получилось ли что-нибудь. Отличается вкус от того, что вы мне делали. Этот более какой-то горький, вот в сторону горькоты. А вот тот был на самом деле сбалансирован, а этот... Но тут все зависит вот действительно от от грамм. процесса, да? Да, да. То есть если бы использовать весы, ну их нельзя использовать, потому что тогда недостаточно. Не сдавишь. Да. То Не, есть ну, процесс флеер лучше. отличается. Да, то есть даже вот 7 бар легко было держать. Нелегко, но легче. Ну, Скажем существенно так, легче, да. мягко И, говоря. возможно, если, да, действительно, чуть других обстоятельств, то да. Да, то есть легче. используйте пониже стол даже для компресса. Лучше на уровне колена примерно, чуть-чуть выше можно. Но вот в среднем как можно ближе к кофеваркам таким. И пытайтесь так давить массой тела, а не руками, потому что руки быстро устают. Если давить руками, она еще будет чуть-чуть уезжать. Да. Ну и все-таки я бы не стал использовать технику сжимания. Я ее никогда не использую, потому что реально Тяжко. тяжко, да, потому что желание варить кофе Второй раз пропадает, точно да. не захочется. Даже раз в 2 дня будешь готова. Ну, честно. Да, поэтому какую кофеварку, кофемашину выбирать, выбор за вами, но если вам хочется вкусный эспрессо, эти две его сделают. Просто процесс будет разный, Один в удовольствие. а другой уже более практичный, но больно. И можно варить. Да? Можно смотреть, На этот. да, на Зеркало. датчик давления. Пока что на датчик давления я скажу, когда сначала 1 бар. 1. Уже можно все 7. Ну, где-то. Ну, просто физически тут стол высокий, поэтому Да. до 40 грамм можно. То есть остановиться на 38 примерно, а там оно уже добежит. Посмотреть. Смотрите, какая пенка. Кисло-сладкий. Послевкусие очень сладкое. Сладкое, Да, да. да. То есть вот сахара успели вытянуться из кофе. Вот это вкусно. Вот. Ну, извините. Да. То есть на практике Да. существенно отличается вкус. Ну, конечно, тяжело держать давление. Вот, Ну, именно в может, данном. привычку нужно В выработать. данном положении кофемашины, да. Но если поставить пониже, можно, во-первых, прямой рукой, чтобы всем весом, но прямой рукой и при этом локоть прижимать к телу, чтобы рука не напрягалась. То есть вес тела все будет делать, напрягаться не нужно будет. Если давить чуть-чуть там рука сбоку или руки вообще в стороны, то будут работать очень сильно трицепсы. Но тут 15 килограмм примерно. Где-то поработает. Да, то есть вот с этим в любом случае трицепс включается, рука работает. Запястье болит, Да. вот тут вот красное, Да, все. тут след остается. Если делать, допустим, как здесь, 1,5 минуты заваривания, тут просто нереально. Потом минут на 30 или на час остается след. Потом еще, может, даже мозоли будут. В общем, такое себе. Так что да. Для меня лично Флеер. вариант 1.